Привет всем хорошим людям и добро пожаловать на канал Custom Truck. Друзья, если вы еще не подписаны на наш канал, то обязательно нужно это сделать. Для вас это 1 секунда, а нам очень приятно. И не забывайте поставить лайк, а также всем спасибо за поддержку на Boosty. Все ссылки будут в описании. Если у вас есть желание поддержать нас, переходите по ссылкам в описании и поддерживайте нас на Boosty. Подъехали запчасти, и мы хотим сегодня в этой серии поменять передний мост, чтобы наш МАЗ внешне приблизился к очень хорошему состоянию. Внешне он будет выглядеть совсем-совсем по-другому. Это не так-то просто. Да, придется повозиться, нам также нужно реанимировать мазокран, который стоит уже, наверное, 4 или 5 месяцев, я уже не знаю, но я думаю, он запустится без проблем. Нам нужно поднять переднюю часть маза, потом манипулятором туда затащить передний мост, открутить стремянки, закрутить, и все. В принципе, работы минут на 10, но в реальности это, я боюсь, затянется на несколько дней. Но тут главное не унывать. Вам приятного просмотра. Присаживайтесь поудобнее, заваривайте чай, кофе, печенье, пельмени, все что угодно. Нарезайте колбаску, ну и всем наиприятнейшего просмотра. Мы загрузили передний мост и 2 колеса от Мазератти. Также навели здесь порядок, поставили кабинку, коробку в сторонку. И сейчас поедем на ту сторону, а также будем запускать мазокран. И будем пробовать донкратить, откручивать стремянки. В общем, будем пробовать снимать мост. Это то, с чего мы сейчас начнем. Мы откручиваем стремянки, сделали небольшой тест наших гайковертов. И вот Милоки прям, наверное, буквально на чуть-чуть мощнее. Но я даже не уверен, не со всей уверенностью это готов сказать. Но Макита тоже классные. Милоки наш, конечно, старичок уже. Но еще может, еще может. Вот, так что откручиваем стремянки. Здесь уже открутили, а вот эти с этой стороны что-то не идут. Одну гайку только смог сорвать. Ну, возьмем сейчас вороток побольше, помощнее и открутим. Сорвем хотя бы с места, а там потом уже дальше открутим гайковертом. Лучше Милоки, только вороток с трубкой. А все остальное это лирика. Ну, здесь зажато трындец. Даже трубой так. Ладно. У тебя спина трещит или что? Да, это сейчас... Надеюсь, это спина треснула, а не стремянка. Да, конечно. Ты попробуй уже этим гайковертом. Идет, но туго. Сейчас открутим. Шансов у этих гаек нет. Установку моста мы начали с переборки рулевой тяги. Поменяли здесь наконечник, ремкомплект, и здесь обслужили наконечник. Тут проблема в чем? Что вот эта часть тяги, это тяга Рено от нашего моста, а эта тяга оригинальная мазовская. Поэтому приходится здесь именно эту тягу ставить. Она специфическая, сделанная из 2. Ну и там начали тоже снимать тягу. После того, как снимем тягу, возьмем краном, поднимем, вытащим мост один и закатим мост другой. Выглядит все очень просто. Вот лежит цапфа. Это цапфа уже Renault Mayor, вот, которого у нас мост. Ее тоже здесь выбивали мы, долбили, пришлось повеселиться. Вот эту часть нашей тяги нам удалось выбить. А вот в цапфе в самой сидит очень плотно. Ну, сейчас будем долбить как-то, пытаться.
Как-то нужно ее вынять. Вариантов нет. Ну давай попробуем по гайке, Леш. Может, оттуда замахнись под бампера. Гайка у нас есть в запасе? Лупить? Да. Ну не лупить один раз. Не понял. Пошла? Ой, стой, гайка лопнула. Офигеть. Прикинь. Такого ни разу не видел, чтобы гайка лопнула. Ничего себе. Смотри. Офигеть. Ну резьба целая, это хорошо. Ну да. А у нас резьба новая, все равно палец у нас есть. Ну. Ну давай, надо вот сюда бить, я считаю. Будем бить сейчас, друзья, в торец. Вот сюда бить, бить, бить. И рано или поздно она должна выйти. Надо нам оживить. О, там есть тропинка? Да. Блин, а что я сюда поперся в снег в этот? Но уже не сдаюсь, лень. Сперли аккумуляторы. Нет, как где аккумулятор? Хотел поспорить? Нету аккумуляторов. Так а где они? Они в зеле стоят. А, в манипуляторе здесь. Ну. Точно, ё-моё. Ну, значит, как минимум они заряжены. Нам тогда нету манипулятора. Ну. Сложная схема. Сейчас Ладно, сейчас будем оживлять нашего МАЗа. Надеемся, он после зимней спячки проснется без проблем. Ну, а здесь мы открутили уже все стремянки. Отключили камеры тормозные. Отключена уже рулевая система. Все, что нам осталось, это взять за крюк, поднять и вынимать передний мост. Мы установили аккумулятор и сейчас попробуем, как запустится МАЗ после зимней спячки. Не подкачивали, вообще ничего. МАЗ надо включить. Здесь мягче мотор работает. Да. Там пожестче в том МАЗе. Нету? Не помнишь, как у нас давление показывалось? А, это вот давление, ёпты. Или это в моторе? Не, это воздух в системе. Это воздух. Это хорошая новость, что я просто перепутал указатель давления масла и воздуха. А еще, друзья, очень хорошая новость в том, что вы еще можете успеть поучаствовать в уникальной сделке. Дром уже выкупил машины за 3 миллиона у первых счастливчиков. Напоминаю, чтобы поучаствовать, просто подайте объявление о продаже авто на Дроме до 23 апреля. Каждый день с 16 марта по 24 апреля Дром случайным образом определяет, кому предложить сделку на 3 миллиона. Чтобы помочь другим, ставьте лайки в объявлениях. Каждый лайк увеличивает вероятность на участие в сделке. Иди на Дром по QR-коду или по ссылке в описании и получи возможность заключить сделку. Продавать авто иди на Дром. Все подробности об условиях и участии в описании. А переключи кран. Кран переключи. Да как переключать? Вон там. Тумблер, да. Я тут что-то делал, а я уже не помню нифига. Короче, давление есть, не волнуйся. Есть, вот оно, 8 показывает. Оно просто больше показывает, нежели чем изначально. То есть нормально же. Я испугался, здесь давления воздуха нету. Ай, песня! Все, раскладываем кран. Работает. Леша, прыгай в кран.
манипулятор это хорошо, но кран все равно это совсем другая тема. Кран гораздо интереснее. Мы подняли МАЗ, и чему я очень сильно удивлен, что передний мост просто стоит и даже не перекуливается. У него то ли идеальный баланс, то ли он сейчас вот-вот упадет. Давай аж попробуем выкатывать. Под МАЗ не лезь. Давай. Ты едешь? Да, да. А я что-то торможу. Сейчас складет. Надо равномерно. Не спеши, то что у меня в одной руке камера. Слушай, мне кажется, это идеальная выкатка. Ну посмотри, как он балансирует. Это просто трындец, я в шоке. Все-таки МАЗ это очень сбалансированная машина. Кто бы что ни говорил. Только мотор трясется. Да, ну вот видишь, в кране, по-моему, мягче работает. Мягче, он завелся как-то мягенько работает. Тут да, пожестче. пожестче. Так, давай, бляха. Вот катится капец. Все, пусть стоит. Нам хватит этого расстояния. Сейчас наша задача. Запускаем зила и привозим сюда мост от иномарки. Вот здесь станем за забором и сюда его закинем. Но перед этим нам еще нужно будет прикрутить колеса. Мы складываем манипулятор. Все, установили два колеса, колеса-батоны. Я уже не могу себе представить, как МАЗ будет смотреться на этих крутых колесах. Вот, еще что мы забыли, нам надо вот эту резьбу прогнать сейчас и подготовить ее, чтобы она закручивалась и выкручивалась хорошо, потому что сюда нам нужно прикрутить цапку. Мы сейчас этим и займемся. Валы здесь вроде бы живые, все хорошо. Ну, потихоньку, ничего страшного, разработается. Вот. Гайки все закрутились, все четко. Ну что, пробуем закатывать. Сейчас Леша перегонит зила и будем пробовать.
четко почти. Все. Опускаем Мазерати. Наконец-то мы победили эту балку. И сейчас нам осталось только зажать стремянки, поставить тяги, ну еще много всякого всего. Но мы уже продвинулись. Это хорошо. Хорошо вдавливает. Видно, как вдавливает? Да? Мост аж выровнялся. Отлично. Ты понял, только выкопал ямку полной воды. Ну. Смысл было копать ямку. Не мешает балка одеться головки. А, близко типа? Да. Толстостенная очень И головка. что делать? Чем крутить? Рожковым чем? Каким рожком? 36? 38. 38. 38 плохо. Сейчас эти попробую. Так. Что там у тебя? Тише, отвалилась голова. А, одевай сначала вот эту. Стой, стой. Стою. Дай мне Есть. гайку. Есть гайка. А где она? Вот новая, да? Еще чуть-чуть. Все. Гайку. Видишь, как отрезал без стопора. Ровненько капец. Все, тягу тоже установили. Ну а МАЗ красавец на новых таких батонах. Он все ближе приближается к гоночному МАЗу. Все ближе и ближе. Вот поезд попер. Вот такой вот красивый у нас закат. Сразу мощнее стала машина смотреться. После установки моста сейчас хочу немножко выехать, проехать, посмотреть, как эта машина рулится. Вообще выворачивается, цепляется. Это важно сделать. А после этого, ну, маленький тест-драйв здесь у нас по территории. А после этого займемся выхлопом. Это тоже нужно сделать, потому что так ездить неправильно. Выхлоп хочу изобретать вот сюда и вверх. Вот такой выхлоп у нас будет очень красивый. Единственное, здесь немного нам мешает кулиса. Ну, разберемся, это небольшая проблема. Вот, что-то здесь надо придумать, как-то обойти, сюда выйти, вверх. И эту стойку тоже усилить вот сюда, потому что она болтается у нас, и это не есть хорошо. Все, запускаем мотор. На улице у нас -2. Но, я думаю, для МАЗа это не проблема. Наверное, не минус 2. Вода не замерзла в ведре. Ну, в ведре, а тут замерзла. Я на МАЗе даже не буду заходить в кабину. Как думаешь? Не, нужно передачу проверить. Внимание!
Тормоза есть? Достаточно. Как ведет себя мост передний? Нормально? Он стал ниже, так. Да, да, да. Надо обязательно занижать низ. Но в первую очередь нам нужно сделать выхлоп, потому что соседей всех пугаем. Явно наш фильтр трудился на уборке урожая. Как он? С той стороны, что ли? Не-не, просто внимай. О, здесь двойной фильтр. Я думаю, что он не тянет? Сейчас еще 20 лошадей будет. Не, на самом деле прет он как надо. То есть прям чувствуется, хорошо идет. Просто мы решили здесь посмотреть конструкцию. Нам нужно понимать, как правильно делать глушитель. Но я вижу, что мы сможем снять фильтр. Как бы вроде должно быть нормально. То есть он чик. Вот он стоит. Ты его в сторонку. И вот можно вынуть. Но нужно делать вплотную к этой стойке. Это будет нормально. Сейчас возьмем компрессор, продуем фильтрик. И будем заниматься первыми примерками нашего глушителя. Потом будем здесь урожай собирать в следующем году. В этом. Ранняя посевная сейчас. Не, здесь. Как вот так вот, да, делали раньше? Я тоже в том числе сеял когда-то зерно. Без токарных работ в нашем деле в постройке не обойтись никак. Всегда нужно то проточить, то штуцер. То флянец, то еще что-нибудь. Одним словом, это всегда необходимая работа. Сейчас мы точим флянец для нашего глушителя. Сделаем кругляшок, а потом к нему будем приваривать гофру, глушитель, выводить и все остальное. Покажи резец. Вот такой крутой резец использую. Вот недавно только купил. Внутри проточной. Очень крутая штука. Ну и сейчас вот осталось только торец проточить нашего флянца и насверлить отверстий нужных нам. И все будет четко. Леша зажал так, что... Чтобы тебе в лоб не прилетело. Смотри. Резец шпилит что надо. Ну, четко валит вообще. Базару нет. Ложись. Мы начали наконец-то варить глушитель. Пришла гофра. Гофру заказал на Озоне. Сейчас удобно. Пошел чик-чик-чик заказал. Ну и пытаемся вывариться. План какой? Сюда выводим красивую трубу. Леша там уже подготовил. Запиленную под 90 градусов. Точнее, не под 90, не знаю. Ну покажу. И вот здесь она будет выходить вверх. Самое главное, чтобы не мешало фильтру. Первый шаг уже сделан. Сейчас будем продолжать дальше. Перед тем, как заваривать глушитель, мы еще решили, пока открыта кабина, сделать тормоза. Для этого нам пришлось изготовить новый штуцер, переварить его.
поскольку здесь тормозные камеры сделаны под иномарковские шланги, нам приходится переделывать эту всю систему под мазовскую. Другие резьбы, другие шаги резьбы. Вот в иномарке более мелкий шаг резьбы, здесь покрупнее, поэтому приходится изобретать. Но мы к этому привыкли и этого не боимся. Вкручиваем вот такой штуцер в тормозную камеру. Вот, а потом уже прикрутим сюда вот шланг. Смотрите, как красиво Леша подогнал вот эту часть. Ну, прелесть. Мне очень нравится. Глушак наш будет примерно располагаться вот здесь. Вот в таком виде. Леш, смотри, вот так будет красиво. Вот там нашел. Бабочку. Замерзла бедная. Поставь ее на солнышко, она сейчас отойдет. Мне кажется, вот так будет просто огонь. Давай сейчас кабину опущу, примерим. Давай. По-моему, вот так вообще огонь, а? Да. Смотри, мы можем здесь изготовить просто уголок такой Сейчас мы специальный. сделаем, Да. И будет выше и четко. Да. Причем мы можем даже его изготовить более высоким. Понял? Вот ту трубу, кусок, который у нас есть, согнуть. Тут, а тут загнуть красиво. Все, и надо и так же здесь сделать им. Да. Варить глушители — это отдельное искусство, потому что часто нужно варить тоненький, гнилой глушитель. Ну вот, так у нас вышло. Вроде все красиво. Оба, оба, оба. Будет вот так. Прелесть. Ну, тяжелая, капец. Так, сейчас варим крепление этого глушителя. А именно сделаем здесь стоечку. И от нее сделаем раскосину, чтобы у нас и держался фильтр воздушный, и одновременно держался глушитель. Ну, мне вон за шиворот тоже прилетело. Что маска не сработала. Опять я не ту маску одел. Ну что такое слепит меня? Ну как? Видишь, Норм. есть болтанка. Да, ну это понятно, надо будет укрепить. Нужно усиливать, да. Ну это сейчас сделаем. Уже большой у нас этап пройден. Но продолжаем дальше. Строительство кастомного выхлопа. Друзья, все-таки в спешке немножко мы ошиблись. В чем мы ошиблись? Я даже не ожидал такого. Но, видите, на старуху тоже бывает молодуха. Суть в том, что когда мы опустили кабину, то у нас рычаг начал цепляться за наш глушитель. И нам пришлось немножко вот здесь подрезать. В районе сантиметра примерно пришлось подрезать. Потому что вот такая возникла проблема. Когда мы примеряли с поднятой кабиной, все было хорошо. Как только опустили, передача стала чуть-чуть, ненадежно недовключаться. Поэтому пришлось изобрести. Здесь усилили, на всякий случай. Вот, так что такая вот проблемка у нас возникла. Ну, а сейчас будем все устанавливать обратно уже с прокладкой, то есть типа финально, да? Очень ответственный момент, это первый запуск с новым выхлопом. Сейчас МАЗ зазвучит новым звуком. А какой он будет, обязательно напишите в комментариях, понравился вам или нет.
Аппарат. Нормально? Как по мне, звук очень преобразился. МАЗ стал басистый, свистящий. То, что надо, и с черным дымом. Я думаю, еще можно ему добавить чуть-чуть. Сильно не надо, но топлива можно чуть-чуть добавить. Ну и, конечно же, немножко усилить нашу конструкцию, потому что вот здесь нужно добавить стойку. Мы уже сюда прикрутили специальный кронштейн. И достаточно вот только сюда профильную трубу вварить. Вот в этом промежуточке, чтобы наш фильтр держался лучше, увереннее. И стойка тоже была пожестче. То есть оно в целом как бы нормально все. Но лучше сделать... Потому что таким образом мы усилим конструкцию, и не так все это будет лопаться. Приварили мы вот эту стойку. Что там? Заглушитель цепляется за щиток. Сильно? Ну так вот, бля. Ну, нормально, не очень. Ё-моё. Там подпилить его чуть-чуть надо. Что мы здесь с тобой понаварили, друзья? Мы сегодня понаварили какой-то жути. Блин, я даже не думал, что он может... А может он так перекошен немного? Да, он просто гнилой. Ай, ладно. Суть в чем? Приварили мы стойку, и как выяснилось, это была плохая идея. А почему? Сейчас вам объясню. Вот это вот... Вертикальная стойка, крепящая кабину, во время опускания и поднимания кабины смещается всегда, и по-другому никак. Именно поэтому здесь сделаны вот такие уловители. И мы приварили, и у нас начала клинить кабина. Представляете, не смогли. То есть с завода вот эта часть предусматривает отклонение. То есть порядка, вот здесь она отклоняется на сантим. И поэтому эту стойку придется нам убирать. То есть фактически она мешает закрытию кабины. Поэтому отрезаем ее, и наша вот эта вот центральная стоечка будет без каких-либо подпорок. Потому что по-другому никак. Кабину опустили, все нормально. Немножко здесь задевает вот этот брызговик, но ничего страшного. Мы когда новый будем ставить, мы просто его подрежем здесь аккуратно, и все будет хорошо. Леша переделал вот эту тягу. Она была немножко короткая, ну, чуть удлинили. Здесь тоже подрезали кулису и вварили усиление. Не помню, показывал вам или нет. Так что проект продвигается и совершенствуется. Мы достаточно сильно продвинулись в постройке нашего гоночного Мазератти. Ну и самое главное, что сейчас есть уже выхлоп. Сейчас у нас есть передний мост. Заниженный. В следующих сериях мы продолжим заниматься, естественно, его доведением до спортивной формы. Он уже будет достаточно красиво ехать, с хорошим, с красивым звуком, но это все чуть позже. Но в следующих сериях, естественно, тоже будет интересно. Поэтому обязательно, друзья, не забывайте подписаться на наш канал. Спасибо, что досмотрели до сюда. Ну и вам, как обычно, хочу пожелать только хороших людей на жизненном пути. Всех благ и всего самого-самого наилучшего. Всем пока. Увидимся в следующих сериях.